Всем привет! Вы на канале Дочаковска Handmade. Меня зовут Мария, и в этом видео я предлагаю связать со мной вот такую футболку из буретного шелка. Это мужская базовая модель. Можно, конечно, взять не только из бурета, но и, например, из хлопка или льна, но тогда она будет более тяжелой. А это весит 206 грамм. Вяжется такая футболка снизу вверх. Сначала по кругу, потом поворотными рядами. Рукава тоже снизу. Метраж вот этой пряжи 600 метров в 100 граммах. Спицы для всей футболки я использовала номер 2. Плотность моя здесь 27 петель и 38,5 рядов в квадрате 10 на 10 сантиметров. Размеры. Обхват груди мужа 94 сантиметра. Эта футболка ему, в принципе, свободненькая такая. Ширина футболки в районе груди 52 сантиметра. Длина от горловины переда и до низа 62 сантиметра. Росток 4,5 сантиметра. Ширина между проймами, вот это вот расстояние, 44 сантиметра. Скос плеча без подгиба 10,5 сантиметров. Тело от подмышки и до низа 44,5 сантиметра. Высота проймы, вот это вот расстояние 24 сантиметра. И длина рукава от плеча вместе с подгибом 21 сантиметр. Далее будут фото и видео футболки на модели, и приступим к вязанию. Итак, начинаем наше вязание. И для начала берем крючок и бросовую нить. Для того, чтобы оформить подгиб, нам нужно набрать 290 воздушных петель. Берем нитку и с помощью крючка делаем 290 петель. 1, 2, и считаем так: 290 петель. Итак, 289 и 290. И вытягиваем нитку. Нужно ее обрезать и вытянуть. Вот такая вот цепочка длинная получилась. Для бросовой нитки я взяла мерсеризированный хлопок тоненький, и крючок у меня номер 3. Теперь эту цепочку мы будем одевать на спицы. Спицы 2 миллиметра, метровые. И нужно будет одеть все вот эти вот перемычки нашей цепочки. Так, чтобы цепочка осталась снизу, а мы будем подхватывать только перемычки. Вот. И вот так вот одеваем на спицы. Это делается для того, чтобы у нас были открытые петли по низу, чтобы мы могли потом их провязать вместе и сделать подгиб.
Одеваем всю цепочку. И после того, как мы набрали всю цепочку на спицы, можно уже вязать основной нитью. И нужно провязать будет 7 рядов плотненько так и 6 рядов обычно. Конечно, вы можете взять спицы, например, если у вас есть 1,75 для первых 7 рядов, но у меня только 2 миллиметра, поэтому я буду вязать просто немножко по-другому, подхватывая нить. Как я буду вязать? Лицевыми петлями, но это называется восточный способ. То есть я буду нитку не так, не обычным классическим, а по-другому, вот так подхватывать снизу. У каждого, конечно, своя плотность, поэтому смотрите, как вы именно в вашем случае вы вяжете плотнее. Для чего нужно, чтобы эти 7 рядов были плотнее, чтобы наш подгиб не торчал вперед, а красиво лежал. Поэтому подхватываю я так. И вяжу так 7 рядов, а далее 6 рядов уже обычным способом. То есть всего нужно провязать 13 рядов. И получается 14 ряд уже будем вязать по 2 вместе. Значит, первые 7 рядов вяжем плотненько, и далее еще 6 рядов обычной вашей плотностью. Так, здесь еще важно, чтобы косичка смотрела внутрь, так как мы вяжем по кругу, чтобы она нигде не была перекручена. Это я уже провязала первый ряд. И замыкаем вязание в круг. Вяжем просто дальше по спирали. И вяжем 13 рядов. Итак, готовы наши 13 рядов. Вот 7 рядов плотненько и 6 обычной плотностью. И теперь нужно взять еще одни спицы. Это могут быть спицы на пол размера больше или меньше. Главное, чтобы они не сильно отличались по толщине от 2 миллиметров. И вот с этой стороны, где у нас открытые петли, будем набирать здесь петельки. Первая вот эта, которая с ниточкой у нас. Вот. И за правую стенку мы каждую петлю вот так вот подцепляем и одеваем на спицы. И так нужно все петли поддеть. И далее уже будем вязать по 2 вместе с 2 спиц. Набрали, значит, еще на одну пару спиц. Вот так вот это выглядит. И теперь нужно распустить вот эту вот цепочку из воздушных петель. Берем и распускаем. И теперь будем вязать по 2 вместе. Берем спицы 2 миллиметра, еще одни. И так, теперь главное правильно все развернуть. Теперь будем вязать по 2 вместе с 2 спиц. Тут, в принципе, ничего сложного. Вот. Одну петлю
берем вторую. И провязываем 2 вместе. И также дальше. Можно сразу с 2 попробовать вязать. Ну, вот что получается. И с этой стороны изнаночные. Вяжем так до конца ряда. Итак, довязали мы наш подгиб. Вот как он выглядит. И теперь вяжем просто по кругу лицевой гладью плюс-минус 40 сантиметров. Довязали до пройм. У меня здесь лицевой глади по кругу 165 рядов. В сантиметрах это 43,5 сантиметра. Но я думаю, после стирки у меня бурет подсядет немножко, будет чуть меньше. Так что с запасом. Вот. Что дальше? По началу ряда поднимаемся вверх и ставим маркер. И еще один маркер берем и делим, получается, пополам наше вязание. Всего, получается, было 290 петель. Значит, на спицах у нас будет наперед и на спинку по 145 петель. И будем здесь закрывать петли, делать закругление для проймы по схеме вот такой вот. Это спинка, это вперед. Тут разделяет линии. И сначала закрываем 4 петли, потом 2, 2 и 7 раз по одной петле. И дальше будем вязать уже по прямой. Ну и аналогично с другой стороны. Так. Вот это получается первая петля переда. И закрываем 4 петли обычным способом. Один. Петли нужно переставить, потому что они не в ту сторону смотрят. 2. 3 и 4. Есть. Теперь вяжем до маркера, которым мы отделили вперед и спинку, и будем уже с изнанки закрывать здесь 4 петли. Вяжем дальше самостоятельно. Итак, довязываем до маркера и разворачиваемся. Маркер можно уже снять. И теперь мы будем вязать вперед отдельно, поворотными рядами. Здесь сразу закрываем 4 петли уже с изнанки. Так, 4. И теперь вяжем дальше, закрывая каждый раз с обеих сторон. Запоминаем схему. Один раз по 4 петли, 2 раза по 2 и 7 раз по одной петле. И дальше будем вязать по прямой.
В этом поворотном вязании в лицевых рядах мы вяжем все петли лицевыми, включая кромочные. В изнаночных рядах все изнаночные и кромочную тоже провязываем изнаночной. В каждом втором ряду закрываем по чуть-чуть с обеих сторон. Делаем такое вот закругление по пройме. После того, как мы сделаем все вот эти вот закрытия, будем вязать по прямой приблизительно 12 сантиметров, 46 рядов. После последнего убавления, которое у нас было с этой стороны, я провязала 44 ряда просто по прямой. Это у меня приблизительно 12 сантиметров в высоту. И теперь будем делать углубление по горловине с помощью укороченных рядов. Для этого я нарисовала схему. Она так из 2 листочков, потому что большая. И вот так вот она выглядит. Посерединке 11 петель мы просто оставляем петель и сначала вяжем углубление по горловине, а далее уже с 23-го, здесь с 22-го ряда будем делать скосы по плечам. Для этого нужно маркерами наметить, где у нас плечо и где горловина. На плечи я буду отмерять по 30 петель. Расставим маркеры. Косы плеч мы отделили, наши плечи. И еще нужно поставить тут 2 маркера, отделить вот этот ровный участок из 11 петель. Для этого нужно отсчитать от плеча еще по 22 петли. Так, есть. С одной стороны. Здесь отсчитаем 11, серединку. Ну и начинаем вязать. Вот здесь у нас будет первая точка разворота. Да, кстати, спинку я перенесла на нитку. Можно перенести также на дополнительную леску или на тросик. Вот спинка там сзади и вперед. Так, вяжем наши укороченные ряды. И первая точка разворота будет вот где вот этот маркер. Так, довязали до маркера. И теперь снимаем его и разворачиваемся. Разворачивайтесь удобным для вас способом. Я просто обвиваю петлю и поворачиваю вязание. Вяжем до конца ряда. Довязали до конца ряда, и вот как выглядит это место, где мы разворачивались. Получается, эта обвитая петля, она не считается. Вот у нас центральных 11 петель и обвитая. Теперь будем вязать ряд и оставлять здесь 5 петель. И вот эту мы будем обвивать, получается.
Так вяжем. Я тут маркер сняла, где скос у меня отмечен был, он не мешал. Итак, если не считать эту обвитую, остается у нас 5 петель. И нужно развернуться. Мы используем одну из этих 5, потому что она, по сути, не будет провязана. И вяжем так изнанку. Следующий ряд, это уже будет 5-й ряд. И нужно будет 3 петли оставить. Я не буду все показывать, буду показывать только уже когда дойду до этого места. Итак, 5-й ряд, оставляем 3 петли. Одну из этих 3 петель мы обвиваем, чтобы развернуться. Получается, развернулись мы уже 3 раза. 1, 2 и 3. Еще нужно будет вот столько. Значит, запоминайте схему. Здесь в 23-м ряду, вот это 23-й, 24-й, нужно будет уже делать скос плеча. Здесь будем пока что вяжите самостоятельно, а вот здесь на 23-м ряду уже встретимся. Довязываем 23 ряд и делаем последний разворот по горловине переда. Разворачиваемся. И теперь 24 ряд, в котором мы начинаем формировать скос плеча. И здесь, получается, мы оставим 4 петли. Так, первый разворот по плечу. На спице 4 петли и одну мы обвиваем, чтобы развернуться. Так, вот получается наши развороты по горловине. Вот так выглядит. В конце мы будем провязывать ряды, которые подхватят все вот эти вот развороты, и они провяжутся, чтобы были незаметные. Теперь делаем по плечу укороченные ряды, а здесь получается у нас будет просто по прямой формироваться дальше углубление. Вот это спинка, не смотрите, вот получается 4 петли, и здесь по скосу плеча у нас 7 точек разворота. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А если посчитать по правой стороне переда горловина, у нас здесь всего 13 точек разворота. Ну и дальше формируем скос плеча.
Здесь у нас был маркер, у кого он есть, хорошо. Можно снимать и просто уже здесь вязать по прямой. А у меня, так как нету маркера, я возьму, пересчитаю. Так, все правильно. 30 петель должно остаться наскос. И здесь уже просто разворачиваемся, уже ничего не обвиваем. Получается, здесь у нас будут уже кромочные петли. Одну снимаем и вяжем, как просто при поворотном вязании. Так, здесь осталось 4 петли. Нам как раз 4 и надо оставить. Так, следующий разворот у нас на спице должно остаться 3 петли. Получается, уже 3 раза мы развернулись. Еще нужно 4. И уже будем переходить на другую сторону. Связываем все развороты по скосу плеча. Так, довязали наш скос плеча укороченными рядами. И вот, получается, столько мы провязали здесь по прямой. Приблизительно тут 13 рядов. И теперь нам нужно поднять будет здесь из кромочных петли на спицу. Вытягиваем. И будем здесь поднимать. Из 2 кромочных будем вязать, вытягивать 3 петли. Так, первая кромочная поднимаем, вторая, и 1 петлю будем из перемычки между кромочными. Здесь вот есть такая вот 2 ниточки, и между ними вставляем спицу. И вытягиваем. И получается из 2 кромочных 3 петли. Так, далее опять поднимаем. 1, 2. И опять из перемычки. Так. Теперь опять 2 кромочные. И здесь уже получается мы все кромочные подняли, и тут осталась еще 1 петелька, уже не кромочная. Можно просто отсюда вытянуть еще 1 петлю, чтобы не было здесь дырочки. Вот какую-то одну центральную взять, поднять. Так, есть. Здесь мы подняли. И теперь мы спускаемся, получается,
по горловине, одновременно подхватываем вот эти вот наши укороченные обвитые петли, с помощью которых мы разворачивались в укороченных рядах. И их нужно провязать. Так, вот это можно забрать, чтобы не мешала нам эта петля. Обвитые петли просто поднимаем на спицу и провязываем вместе с лицевой. Так, все. Обвитые петли все мы подняли. И вяжем теперь вторую часть горловины переда. Вот этот маркер. Здесь мы до этого маркера вяжем просто по прямой. И дальше уже будем опять формировать углубление с помощью укороченных рядов. Так, маркер пока что оставляем. И в следующем уже будем разворачиваться. Вяжем с изнаночной стороны до вот этого маркера, который у нас отделяет вот эти 11 центральных петель вот с этой стороны. Довязали до маркера, снимаем его и разворачиваемся. Так, есть. Первый разворот с этой стороны горловины. Всего нужно будет 13. И вяжем так до конца ряда. И потом опять будем по изнанке разворачиваться. Пока что у нас развороты будут только в горловине, а потом уже с 22 ряда, даже с 23 уже будем делать скос плеча. Так, делаем второй разворот. На спице остается 5 петель. Если отсчитывать вот от этой обвитой 5, и одну из них мы обвиваем. Вяжем лицевой и изнаночный, и опять покажу, как разворачиваться. Так, дошли до третьего разворота. Вот 1, 2, третий разворот, 3 петли оставляем. И вяжем до следующего разворота. Вязали до 4-го разворота, опять оставляем 3 спицы. Одну из них обвиваем. Пятый разворот, оставляем 2 петли, одну из них обвиваем и разворачиваемся.
Так, шестой разворот, оставляем еще 2 петли на спице. И нужно будет сделать еще 5 разворотов. Оставлять будем по одной петле. Значит, вот мы 5 разворотов по одной петле. И далее одновременно будем делать и скос плеча, и еще чуть-чуть по горловине. Значит, сейчас 2 петли оставляем, 5 по одной оставляем, 5 разворотов еще, и там увидимся. Итак, сделали мы еще 5 разворотов, оставляя по одной петле. Всего получается 11 разворотов здесь было, если посчитать. Всего 11. И теперь в этом же ряду мы не довязываем 4 петли с этой стороны, где у нас будет скос плеча начинаться. Вяжем просто лицевой гладью до конца. Так, 4 петли остается, и мы разворачиваемся. И теперь вяжем до разворота по горловине. Довязываем, здесь оставляем опять одну петлю. Это уже 12-я точка разворота по горловине. Еще один раз нужно будет здесь провязать укороченный ряд. Так, разворот по плечу. 4 петли оставляем и одну из них обвиваем. И последний разворот по горловине. Переда. Все. Здесь у нас 13 разворотов. С одной стороны и с другой. И теперь уже только будем вывязывать скос плеча. А здесь будем вязать по прямой. Так, здесь нужно уже, получается, это 3-й разворот. Оставляем 3 петли. Далее вяжем самостоятельно. 2 раза по 4, дальше 3 петли, потом еще 2 раза по 4, 3 и еще 2 раза по 4. Всего получается 8 отрезков и 7 точек разворота. Далее, когда уже довяжем здесь, я покажу, как закрыть эти поворотные петли разворотные, и пойдем опять закрывать вот с этой стороны петли. Итак, второй скос плеча готов. Теперь вяжем в эту сторону и поднимаем вот эти вот обвитые петли. Так, довязали до конца. И теперь будет изнаночный ряд, с помощью которого мы подхватим оставшиеся обвитые петли, поднимем здесь
из кромочных дополнительные петли. И вот здесь еще тоже у нас есть обвитые петли. Просто один ряд сейчас, и вперед будет готов. Теперь нужно поднять петли, только получается с этой стороны. Мы возьмем крючок, развернем лучше, так будет удобнее. И сначала на крючок, а потом переснимем на спицу. Так, получается, с этой стороны вставляем и поднимаем. Так, одна кромочная, вторая. И теперь перемычка. Это уже 3, 5, просто 2 кромочные. 1, 2, перемычка. Так, и еще одна здесь кромочная, и просто будет, как мы там делали, из одной петельки самого вязания. Поднимем. С этой стороны получается всего мы подняли 8 петель. Так, оденем на спицу. Потом переснимем на другую, потому что нитка там в центре у нас. Просто так удобней. Так. Ой, есть. И теперь поменяем на эту спицу, вернем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, есть. И вяжем дальше по изнанке, подхватывая наши поворотные петли. Зацепляем вот эту обвитую петлю и надеваем ее на спицу, провязываем вместе. И так каждую. Дальше тут уже просто петли идут, что мы с этой стороны уже обвитые петли мы поднимали.
Пошли уже петли прямого участка, которую мы поднимали из кромочных. И остались петли скоса плеча. Так, есть. Значит, вперед готов. Нужно теперь переснять на нитку. Значит, переснимаем отдельно 30 петель скоса плеча, отдельно 55 петель горловины и еще 30 петель скоса плеча, для того, чтобы потом сшивать плечи отдельно, и горловину уже потом мы будем обвязывать. Вот, вперед готов. Теперь приступаем к спинке. Спинку начинаем аналогично. Делать будем закругления такие же, как по пройме. Сейчас покажу схему. Вот наша схема. Значит, по краям мы закрываем 4 петли, 2 раза по 2 и 7 раз по 1 петле. Как и мы делали спереди. Вот эти вот наши закругления. После последнего закрытия мы провязываем по прямой 66 рядов. И далее будем делать уже укороченные ряды по спинке. Сначала будут у нас скосы, и потом через 2 ряда горловина по спинке. Значит, далее работаем самостоятельно. Удачи! Так, почти готова спинка. От последней здесь убавки провязали 66 рядов по прямой. И теперь маркерами отделяем 30 петель на скос плеча, 8 петель на закругление по горловине спинки, 39 петель здесь оставляем, будет у нас ровный участок, еще 8 петель отделяем для закругления и 30 петель на скос плеча. И теперь будем опять же укороченными рядами формировать наши скосы и горловину. Вот по этой схеме, вот 39 петель, ровный участок. Вот эти петли мы будем поворачиваться, и скосы плеча аналогичные, как и по переду. Значит, первый ряд мы вяжем почти до конца. Здесь оставлять будем 4 петли в конце. Первый ряд получается у нас слева будет разворот. И вяжем просто лицевые. Так, осталось 4 петли и делаем разворот. Вяжем все изнаночные, не довязывая 4 петли с другой стороны. Довязываем второй ряд и оставляем 4 петли по изнанке. Одну из них обвиваем, чтобы развернуться. Так, и теперь в этом ряду вот мы 4 петли оставили, и теперь будем довязывать до маркера, чтобы развернуться уже в горловине спинки.
То есть нужно провязать 30 петель вместе с этими скоса плеча и еще 8 петель горловины. Так, скос есть, еще 8. Есть. Вот маркер, мы его снимаем и разворачиваемся. Сначала мы закончим эту сторону, вот правую. Так, не довязываем 4 петли, вот эти, и разворачиваемся. По горловине мы не довязываем 3 петли. Вот наша обвитая петля, 3, и одну из них обвиваем. Вот 3. Есть. По скосу плеча у нас остается 3 петли. По горловине оставляем 2 петли. Теперь 4 петли по плечу. Вставляем, разворачиваемся. И теперь еще 3 петли нужно будет в каждом втором ряду оставить в горловине. Одну оставляем, разворачиваемся. Так, здесь у нас остается еще 4 петли. Далее уже будет 3. Так, здесь одну оставляем и ее же обвиваем. По скосу у нас 3 петли остается. Так, и последняя петля в горловине спинки с этой стороны. И разворачиваемся. И сейчас еще последний разворот по плечу. Так, маркер уже можно забрать. Четыре петли.
и разворот. Так, укороченные ряды справа по спинке, получается, уже готовы. Нужно провязать еще вот эти 4 петли и дальше спускаемся на вторую сторону. Параллельно здесь подхватываем вот эти вот обвитые петли. Теперь участок 39 петель по прямой, ровный. Маркер переснимаем, у нас здесь будет разворот по горловине. Маркер, который отделяет скос плеча от горловины. И вяжем почти до конца ряда. Так, есть. Здесь у нас 4 петли остается, и мы разворачиваемся. То есть один разворот уже мы сделали, вот это уже второй. Так, довязали до маркера, снимаем его и разворачиваемся. Это первый разворот с этой стороны горловины спинки. Так, здесь остается 3 петли, 4, 4, 3. Это уже третий разворот по скосу. Так, и по горловине мы тоже 3 петли оставляем. Так, скос плеча у нас 4 петли. А по горловине у нас остается 2 петли. И еще 4 петли по скосу плеча. И по горловине переда мы оставляем уже по одной петле тут. 1, потом 2, 3 раза нужно будет. Я оставлю, наверное, постараюсь схему укороченных рядов в сообществе, если кому так будет проще вязать.
3 петли остается в скосе. И еще нужно будет один разворот по скосу плеча. Одну петлю в горловине оставляем. Четыре петли по скосу плеча и еще одну в горловине нужно будет, и все. Так, маркер я уже забираю. И вот эта одна петля у нас осталась, мы ее тоже обвиваем. Так, есть. Значит, все укороченные ряды мы провязали, теперь будем их закрывать, вот эти вот обвитые петли, провязывать их. Вяжем теперь до конца ряда полностью. И теперь в другую сторону мы подхватим все не провязанные обвитые петли, и спинка будет готова. Вяжем по изнанке. Так, все довязали, и теперь переснимем на нитку 30 петель скоса плеча, 55 петель горловины и еще 30 петель скоса плеча на 3 отдельные нитки или там лески, что у вас есть. Итак, пересняли петли на нитки. Это спинка. И вот вперед. Получается, что по спинке здесь по горловине 55 петель, а по переду 55 плюс вот эти вот участки, которые мы поднимали петли из кромочных, которые мы вязали тут по прямой. Значит, в горловине переда у меня получается 72 петли, а по спинке 55. Пересняли мы на нитку. Нитку можно обрезать, но с запасом. Если не с запасом, ничего страшного, можно взять новую. А по скосу плеча так отмеряйте где-то 4 длины скоса плеча вот этой нитки обрезать нужно. И сейчас будем сшивать наши скосы методом 3 спиц, но я использую вместо 3-й спицы крючок. Значит, нужно одеть на спицы один скос и второй. Так, вставили спицы, я взяла чулочные, вытянули нитки. Для бросовой нити я обычно использую тонкий хлопок, чтобы не было ворса. Вот. И берем крючок. Так вот, чтобы с изнанки было. Будем сейчас сшивать. Первая петля с одной спицы и вторая с другой. Нитка. Вытягиваем. Теперь подхватываем следующие две. И вот так вот сразу и закрываем. По 2 вместе и одновременно закрываем, получается. Можно, конечно, и спицей третьей так, но мне удобнее крючком.
так до конца сшиваем. Так, зашили мы один скос плеча. Вот что получается с другой стороны. И аналогично зашиваем второй скос. И можно будет приступать уже к рукавам. Итак, сшили мы наши скосы плеч. И теперь приступаем к рукавам. Здесь нужно будет аналогично сделать такой же подгиб. То есть берем крючок, бросовую нить и набираем цепочку из воздушных петель. 96 должно быть этих петель. И потом, аналогично, как мы вязали по низу футболки подгиб вот этот, вяжем для рукава. 13 рядов лицевой глади по кругу. Первые 7 рядов стараемся поплотнее. И еще 6 обычной плотностью. И потом, получается, в 14 ряду уже вяжем по 2 вместе с каждой стороны. Это у меня уже один готовый рукав. Здесь отмечаем маркером начало ряда. Там, где последнюю мы 2 вместе провязали. И следующая петля это уже начало ряда будет каждый раз. Здесь у меня прибавки. Как я делала, с каким шагом? Значит, сразу же в первом же ряду я делаю прибавку. Прибавки я вязала в виде накидов. Вот такие вот симметричные. Получается, в первом же ряду прибавка, далее во втором опять прибавка, в третьем пропускаю ряд. То есть ряд без прибавок. 2 ряда с прибавками, 1 ряд без прибавок. И таким образом по 12 прибавок с каждой стороны. То есть всего получается плюс 24 петли. У меня получается 96 здесь. А вот здесь уже на этот момент 120, если плюс 24. То есть здесь получается какой-то участок. Я вязала по кругу на коротких вот этих спицах. А далее уже вот здесь пошла поворотными рядами. Какие тут у меня, с каким шагом я закрывала, значит, петли. Первые центральные вот эти вот, если посмотреть, здесь есть 2 лицевые, это 2 центральные, от них по 4. Получается, первые я закрыла 8 петель. Сразу, получается, в одном ряду. То есть здесь я какое-то количество петель не довязала и закрыла 8 петель центральных. И далее уже поворотным вязанием вот эти вот, пусть будет тут 4 и тут 4. И это вот центр рукава. Далее участок пошел, я закрывала 8 раз по 2 петли в каждом втором ряду. Вот они. Вот 2 петли, 2 петли. И вот так 8 раз. Следующий участок уже у меня был более такой крутой. Здесь было 7 раз по 1 петле. С каждой стороны, в каждом втором ряду. Вот они. По 1 петельке тут у меня. И далее участок самый большой, 12 раз по 2 петли. Вот. И осталось у меня здесь 18 петель. Я их закрыла просто по прямой, получается, с изнанки. Вот. И получился такой вот окат рукава. Всего у меня вот от подгиба здесь получилось 75 рядов. Это в сантиметрах у меня вместе, если считать с подгибом, 21 сантиметр.
Можем померить. Вот, 21 сантиметр. Получается, здесь 6 и 7, вместе 13, если подогнуть, и дальше 75 рядов. Ну все, я думаю, что тут, в принципе, все понятно, как рукав вязать. Тут очень просто. С этой стороны в лице закрываются петли, а с этой стороны в изнанке. По одной и по 2 петли. Просто закрываются и вяжется дальше все меньше и меньше петель на спице, пока не останется 18. Вяжем рукава и далее уже будем их вшивать в нашу футболку, в пройму. Будем пришивать. После того, как мы связали 2 рукава, начинаем их вшивать. Для этого нужно будет вот такие вот булавки портновские и крючок. Крючок у меня 2 миллиметра, такой, чтобы пролазил вот в эти петельки закрытые. Вот. Нужно вывернуть футболку будущую наизнанку и приложить рукав внутрь. Так, для этого нужно определить серединку рукава вот с этой стороны и соединить ее со швом на плече, чтобы более-менее было все у нас одинаково. И булавками вот так берем и прикалываем. Так, теперь с другой стороны, там где подмышка, рукав и вот здесь вот серединка. Тоже соединяем. И вот это все нужно нам наколоть. Так. Можно, конечно, все сметать. Где-то 1,5 сантиметра от края. Но я буду просто скалывать. Вы смотрите, как вам удобнее. Смотря что у вас есть. Просто прикалываю. И потом с помощью крючка будем все сшивать. Так, и начинаем с подмышки. Берем нитку. Так. И находим вот эту первую петлю. Здесь у нас как бы мы в разные стороны закрывали, поэтому такое расстояние. Но потом, когда будет сшито, уже это будет незаметно. Находим вот эту первую петлю закрытую по телу. И серединку, вот первую петлю вот здесь, рукава. С помощью крючка тамбурным швом вот так вот эти вот закрытые петли аккуратно вот так вот соединяем.
Так, по количеству здесь разное количество. Что на проме, что на рукаве, разное количество этих петель. Поэтому совмещайте просто, как они смотрят друг на друга, так и... Где-то можно пропустить, особенно в районе вот здесь вот кромочные, где они такие длинные, а здесь их больше на рукаве, поэтому по кромочным, а здесь будем пропускать. Процесс этот не быстрый, нужно так скрупулезно все сшить. Вот здесь, например, уже одну я пропускаю, потому что у меня напротив другая, следующая. Там, где мы уже пришили, можно забирать иголку. Двигаемся дальше. Вот такой вот шов получается. Второй рукав я уже пришила. Вот. Покажу сейчас, как это выглядит с другой стороны. Вот, пришиваем, значит, самостоятельно. И останется только обработать горловину. Итак, вшили наши рукава. И теперь будем обрабатывать горловину. Для этого нужны короткие спицы. И будем вот эти вот петли, которые у нас мы оставили, одевать на спицу. Здесь вот такие вот участки у нас пустые, без петель. Тут будем добирать петли, чтобы было красиво. Так, ну и потихоньку начинаем с вот этого шва плечевого левого и отсюда поднимаем. Можно даже сначала отсюда поднять. Вот, это будет наша первая петля. И дальше уже с нитки. Переснимаем до следующего плеча. Так, дошли до следующего плеча, и здесь, как и в левом, одну петлю добираем до шва, и после шва уже по спинке доберем еще 2 петли. Вот из этих вот якобы кромочных. И дальше уже с нитки до левого плеча все петли. Вернулись до левого плеча, и еще здесь добираем 2 петли. Вот. Теперь вытягиваем нитки. И будем вязать. Так, на первую петлю нужно одеть маркер, чтобы потом знать, куда пришивать наш подгиб. Так, одели. И теперь будем вязать лицевой гладью 12 рядов. А 13 будет, получаться, у нас уже пришиваться.
получится в результате того, как мы будем пришивать. То есть будет одинаково, как и здесь, по 13 рядов. Берем нитку и вяжем по кругу. Как свяжем 12 рядов, я покажу, как пришивать. Итак, связали 12 рядов лицевой глади. Маркер уже можно забирать. И можно обрезать уже нитку. Нитку отмеряем чуть больше 3 длин всего вязания. Вот так вот 3 раза по кругу прикладываем. И чуть больше, чтобы еще хвостик для иголки оставался. Так, и теперь берем иголку. И будем пришивать наш подгиб. Но пришивать мы будем не по тому ряду, который мы первый вязали, а дальше. То есть вот по вот этим кромочным, по вот этим вот обвитым петлям, которые мы провязывали. И вот так вот дальше, чтобы все вот это вот закрыть. Тут даже в некоторых местах не совсем понятно, где за что цеплять, поэтому уже на месте будем смотреть, за что тут зацепить иголку. Ну что, приступаем. И первое место, где мы будем прошивать, ну, например, можно в любом месте, вот где у нас плечевой шов, на уровне вот этих кромочных зацепить. Вот эта вот ниточка, чтобы нам не мешала. Так. Потом все это спрячем в подгиб. И дальше уже со спицы. Итак, со спицы, значит, от себя первая, а вторая на себя. И так вот 2 сшиваем. Теперь возвращаемся к тому же месту, где мы прошивали. Вот одна дужка и вторая. Вот в эту вторую мы опять прошиваем и со следующей зацепляем петельку, и дальше пойдем уже по кромочным. Возвращаемся в одну из лицевых, которую мы уже прошили. Вставляем иголку от себя, вторую петлю на себя. И с этой спицы мы всегда будем так действовать. А здесь будем уже смотреть по ситуации. Так, далее мы прошьем здесь уже с кромочной. Вот. Возьмем там, где мы уже зацепляли, и вместе с кромочной вот так вот прошьем. И возвращаемся к лицевым нашим. Опять кромочная, из которой выходит нитка. И уже со следующей.
вот так по кромочным. По кромочным будем двигаться, чтобы у нас красивый был подгиб. Буретный шелк запутывается. То есть постоянно предыдущую петлю мы зацепляем, которую мы уже прошили. Одну из двух, вторую. Почти все кромочные мы прошили. И теперь переходим на обычные изнаночные петли. И здесь есть такой участок, вот, как будто бы дырочка. Прошиваем кромочную вместе вот с вот этой вот петлей. И теперь эту петлю уже со следующей, вот этой двойной такой. И дальше будем вот эти вот двойные цеплять, чтобы вот так вот сделать поворот и дальше по прямой. Здесь самое главное, чтобы у нас совпало количество петель, вот эти вот, по которым мы пришиваем, и те, которые на спице. Для этого можно легко отследить, например, взять по изнаночным петлям, проследить, как они идут. Вот, все у нас правильно. Если будет немножко здесь больше, например, или меньше, то нужно уже будет ориентироваться. Например, прошить 2 раза в одном и том же месте или пропустить несколько изнаночных петель. Итак, что у нас получается? Вот такой вот подгиб. Здесь еще важно также следить за дорожкой вот этой, за этим рядом, по которому мы пришиваем, чтобы не оступиться вверх или вниз, а четко идти по одному ряду, по вот этим вот горизонтальным петелькам изнаночным. Ну, я думаю, тут в принципе все понятно. Нужно следить за вот этим горизонтальным рядом и следить, чтобы у нас совпадало количество петель и там, и там. Вот, например, вот эта петля
Вот так вот можем раз и проследить, куда она ведет. Вот. Как раз сейчас будем тут и прошивать в этом месте. Значит, все правильно. Если где-то вдруг не совпадет, можно просто будет скорректировать это уже по ходу дела. Пришиваем дальше самостоятельно. Итак, дошили наш подгиб по горловине. Небольшие уточнения. Здесь из-за того, что мы вязали укороченными рядами, когда пришиваем вот этот подгиб, нужно сместиться на один ряд выше. То есть, если мы пришиваем вот за вот эти вот петельки, то нужно будет на одну спуститься ниже. Вот это место. Это спереди, и по спинке также нужно будет, чтобы у нас все шло здесь правильно. И еще у меня здесь в начале пришивания спинки я 2 раза прошила в одни и те же места, чтобы петли стояли вот так вот перпендикулярно и чтобы было одинаковое количество. Когда я вот тут вот пришивала, у меня немножко сместилось, и поэтому я потом выравнивала. Вот они так выглядят. Вот они такие. Немножко в сторону. Вот. Ну и так, в принципе, все. Ну что, теперь прячем все кончики, и нужно будет постирать футболку. Стирать лучше всего, конечно же, это шелк вручную, но можно, например, отжать в стиральной машине. То есть стираем вручную, полоскаем, а отжимаем в стиральной машине. И дальше еще покажу, как вставить сюда такую эластичную леску. Итак, футболка готова, она постирана, и остался буквально последний штрих. Я беру вот такой вот эластичную леску и с помощью иголки вставляю ее в горловину, чтобы она не растягивалась в процессе носки. Все. Хвостики потом прячем с помощью иголки или с помощью крючка. И теперь горловина будет держать форму. Вот наша футболка уже полностью готова. Спасибо вам, что вязали со мной. Надеюсь, это изделие будет вас радовать. Всем удачи и до новых встреч!